Итак, друзья, поехали. Теперь 3 импульса. То в принципе ничем они не отличаются друг от друга. Итак, всем привет, друзья, привет, YouTube, меня зовут Санек, я рад приветствовать вас на своем канале. В общем, сегодня у нас постреляем немножко с такого легендарного ружья в 16 калибре, это ТОС-63, значит, он у меня 69-го года выпуска. И постреляем мы сегодня пулями, это 2 пули, вечно спор идет об этих пулях, значит, это, пуля Полева тройка, значит, 16 калибра. И его младший брат, значит, это импульс 3, ну, грубо говоря, подобие пули, только разница у них в цене, это стоит 32 рубля, да, импульс, а это стоит 105 рублей на сегодняшний день, то есть это получается у нас в 4 раза дороже, короче, получается, вот, ну, почти в 3,5 раза дороже. В общем, дорогая пуля Полева тройка, импульс дешевле. И сейчас мы на дистанции 50 метров проверим, кто из них все-таки как стреляет, потому что идет вечный спор, что эта пуля ничем не отличается от этой. Для этого я взял свой тозик, стрелять будем правым стволом, значит, у меня сужение это получок с напором, ну, между получоком и чоком, но сужение 0,75, короче, вот, стрелять будем правым стволом. Ружье было предварительно почищено, значит, ствол чистый. Дистанция 50 метров, стрелять буду со стола с упора. Значит, сразу там нарисовано 2 мишени. Значит, по левой буду стрелять шестеркой, полевой, а по правой буду стрелять, значит, импульсом. Значит, отстреливаю сначала 3 полева, идем смотреть. Потом отстреливаю 3 импульса и опять идем смотреть и делаем выводы. Значит, пули собирал сам, то есть это не покупные, то есть собирал их сам, но условия у них одинаковые. Одинаковые гильзы Чадит, значит, 209 капсулы, не знаю точно какие, в общем, тут на капсулях не написано ничего. В общем, ладно, значит, порох по 2 грамма и там, и пуля сверху положена на этот порох. Вот, короче, ладно, давай пробуем стрелять, не будем тянуть время. Начнем с пули Полева. Итак, поехали. Правый ствол, пуля Полева, тройка. Значит, никак не могу привыкнуть. С открытого прицела, конечно, на такие дистанции стрелять тяжеловато. Первый выстрел. Так, это импульс. Еще одна Полева. Второй выстрел. Блять, отдачи, конечно, долбит мне аж. Что-то у меня ключица аж заболела, если честно, ребят. 2 грамма. Давайте третий выстрел. Я что-то как-то уж страшно стрелять стало. Такая отдача. Так, отлично. Итак, ну что сказать, ребят, хороший результат. Стрелял с 32 калибра. С 32 калибра, значит, примерно такое же отверстие остается от пули. Вот, и 2, значит, пришло сюда. Вот их разорвало. Ну, короче, 2 пришло прямо и 1 упала. Не знаю, может быть, конечно, я оторвал. Но суть в том, что видно, что это падение. Ну, то есть это, не знаю, в чем проблема, короче. Вот, ну ладно. Значит, давайте сделаем лучше, наверное, так. В середине нарисую. Посередине буду стрелять. По краю стрелять неудобно. Вот. Значит, это у нас была... Целился примерно сюда. Ну, ребят, все же ведь, наверное, понимают, то, что с открытого прицела на дистанции 50 метров вот этот вот, значит, ватман, да, ватман, он кажется не таким-то уж и большим. Поэтому тяжело стрелять. Ну, стреляешь по точечке. То есть моя мушка на конце ствола, получается, она перекрывает полностью перекрывает это черное пятнышко. Ладно, давайте отстреляем, значит, сейчас импульсом и посмотрим на результат. Итак, друзья, поехали. Теперь 3 импульса. Курок взвели, прицелились. Слушай, какой хорошая отдача. 2 грамма пороха летом, по-моему, многовато. Пробуем. Сейчас лето. Очень хорошая отдача, друзья. Не знаю, в зимней одежде бы, наверное, было бы нормально, но в летней одежде... Все, крайний выстрел. Осталось немножко потерпеть. Уже боюсь выстрела, уже реально боюсь выстрела, потому что уже плечо болит. Хотя это 16 калибр.
Да. Итак, друзья, значит, здесь не особо понятно, но вот здесь, вот, судя по всему, две, потому что разрыв, либо она пришла боком, хотя маловероятно, что она пришла боком. Это, по-моему, сюда попало две. Давайте, в общем, сейчас на видео вы все сами видели, я этого не видел. Если будем считать, что здесь две и здесь одна, то в принципе ничем они не отличаются друг от друга. Значит, две здесь, одна оторвалась, две здесь, одна оторвалась. То есть разница, ну, правда, только то, что первый раз я целился сюда. Да, правый ствол у меня немножко левит, значит, целился сюда, пришлось сюда-сюда, целился сюда, пришлось сюда-сюда. Вот, ну, суть в том, что главное, мы сейчас посмотрели, мы проверяли не меткость моего ружья, а егоную кучность самой пули. Вот. Кучность самой пули, значит, ну, в принципе, одна другой не отстает. На мой взгляд, это они равносильны друг другу, то есть можно пристреляться и к той, нужно подобрать только правильную намеску пороха. Вот, поэтому, ребят, мое мнение такое. Короче, нехер переплачивать за эту полево, потому что это слишком, это перебор. Сегодня заехал в магазин, полево, тройка, голая пуля стоит 105 рублей. У меня просто, блядь, челюсть отвалилась, друзья, просто, ну, 105 рублей. Я в итоге взял импульс за 32 рубля. То есть разница в 3,5 раза, как я уже говорил. И разницы здесь особо большой нету. Вот, поэтому считаю я, ну, просто слышал я такое, что спорили, вот там импульс лучше, вот там полево лучше. Короче, для меня они обе одинаковые, то есть друг друга стоят, стреляют плюс-минус, как бы, ну, короче, на уровне друг друга, скажем так. Ладно, все, друзья, проверили, отстрелили две пули, значит, результат вы сами видели. Всем, кто досмотрел видеоролик до конца, огромное спасибо. Всем, кто сейчас кушал, приятного аппетита. А тем, кто еще не подписан на мой канал, обязательно подпишись, потому что дальше будет также у нас и отстрелы, какие-то интересные видосики. Вот, поэтому так, ладно, все, всем спасибо, всем пока.